Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Иностранцы о Валиевой и Олимпийских играх, сдюжит ли она, находясь год в психологическом прессинге. На завершившемся в Москве командном турнире фигуристов блистал коллектив Загитовой «Красная машина». Самым ярким бриллиантом в собрании Алины стала 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе, Камила Валиева. Для Камилы с ее официальным статусом юниорки Кубок Первого канала, последний крупный старт в нынешнем сезоне. Из него она выжила максимум. Свои далеко не детские программы она откатала без единого падения. Восторг захлестнул многих. Американский журналист Филипп Ферш назвал Камилу претенденткой на звание лучшей в мире. Комментарии на американском сайте Reddit. На самом деле, СМИ навязали ей титул будущей олимпийской чемпионки с тех пор, как ей исполнилось 13 лет. Конечно, ей будет неловко, разве найдется в мире хоть один зеленый подросток, который сумеет абстрагироваться от этого и совладать с публичным прессом. Согласитесь, на Алису Лью тоже возлагают очень большие ожидания с самого раннего возраста. Честно говоря, я думаю, Алисе приходится тяжелее. Мне ее реально жалко. У Камилы по крайней мере есть соотечественницы, которые могут принести России золото, если Ками проиграет. У Алисы нет такой поддержки, она единственный шанс Америки. То же самое случилось с Нейтаном Ченом, вокруг него была такая шумиха. Это безумие, что творилось и до, и во время Олимпийских игр. Они действительно могут залезть в голову. Слышали бы вы американских комментаторов во время чемпионата несколько недель назад? В обмусоливании Нейтана они вернулись к его статусу в сезоне 2017-2018. Расхваливали его, и что произошло? Чен тут же ошибся на четверном лутсе в произвольной, и они мгновенно сменили тему. Нейтан не может позволить себе подобных ошибок после того, как Юдзуру Ханю продемонстрировал невероятную программу на чемпионате Японии. Кто бы мог подумать, давайте просто похвалим Камилу за удивительные выступления, и не будем постоянно приписывать ей триумф на соревновании, которое, возможно, даже не состоится в назначенные сроки, учитывая ситуацию в мире. Она всегда выглядит очень взволнованной. И я всегда из-за этого беспокоюсь, тяжелое зрелище. Кажется, это присуще некоторым фигуристкам Этери. Алина всегда выглядела так, будто у нее приступ паники, Алена Косторная тоже нервная фигуристка. Я помню, что они сделали так и с Юлей в 2014 году, и это оказало на нее огромное давление. Помните, как все раздували тему, что Родионова – будущая олимпийская чемпионка, а в итоге она даже не дошла до Олимпиады. Нечто подобное случилось с Юлей, но уже в Сочи. Конечно, Камила напугана, они ведь подростки. Давление на Валиеву будет только усиливаться к Олимпиаде.